Ну что, господа присяжные заседатели, командовать парадом будет Атлант. Пробили вчера вот этот момент, да, у нас сделали выход наверх. На 4-часовом таймфрейме четко видно, как сделали подъем наверх на хороших новостях, да, и на Уолл-стрит все-таки это все дело обрушили. Плюс еще полетел ФАТ от, от различных источников, что правительство сливает свои биткоины на 40 тысяч, по-моему, биткоинов. В общем, они сливают, но нельзя сразу всей суммой. Потому что когда кто-то продает, кто-то откупает, кто-то выкупает. А здесь слишком низко, слишком дешевая цена. Так. По коррекционному движению АБЦ я смотрел высоту движения волны там коррекция, но у нас здесь есть, видите, коррекция распределения, и еще раз ушли вниз. Я ожидал, что сделают волну немного длиннее, Б, да, вот сюда вот придут. То есть тогда чуть по-другому читался бы график. Но из-за того, что не сделали вот этот заход в эту область, пустили вниз, здесь уже другое распределение. Вот эта вот длина, и вот эти объемы, они практически одинаковые. Единственное, что вот эта вот высота у нас идет в район 25 970. Все, абсолютно сейчас все трейдеры, большая их часть ждет движения в район 25 200, 25 тысяч, в общем, да, 25 тысяч, ну и 24 630. По уровню Фибоначчи, если высматривать, да, вот это все высчитывать. Пойдет ли сюда цена или не пойдет, посмотрим. Далее, по лунному календарю, смотрите, еще момент из прошлого. У нас был вот такой лунный цикл, да, смотрите, с полнолуния ушли наверх, опять полнолуние, распределение, слив и развернули. Полнолуние, слив, развернули. Обычно с полной луны идет рост, либо коррекционное движение. Здесь у нас опять то же самое. Учитывая то, что рынок предположительно развернули, пока мы выше вот этой трендовой, даже нет, пока мы выше вот этой трендовой, у нас идет рост. Рынок развернулся. И все это дело выходит в параболу может выйти, потому что нам здесь точки показали, да. Сейчас идеально было бы, да, отпустить цену, но не дойти до этих пиков, чтобы волна завершить вот это коррекционное движение, именно показывая вот такую структуру, теперь уже в 25 970, после которой можно делать разворот еще одну тройку, пятерку рисовать волну. 3, 4, ну и 5, вот 3, 4, 200, даже в район 37 700 есть выход.
в группу. Сейчас как раз подходит такая гифка. Так, где он? Почему ты не обновляешься? Вот и в группу тоже пишу, что 25 800 600 показывает всем вот этот момент. Еще обратите внимание, выкупают что? Выкупают Binance, на Binance, да, BNB на 51 биткоин. Посмотрите, какие суммы, давно такого не было. На 51 биткоин. Litecoin, да, на 16, ID на 10 и AVAX на 10. Я вижу вот так рынок сейчас. Будет ли этот сброс? В прошлых обзорах на YouTube-канале, да, себя вот выставлял здесь, можете посмотреть эти обзоры. Объяснял, как я вижу этот рынок, то есть какие мои предположения. Я, конечно, здесь шорт позиции взял, тут прям без комментариев. Вы видите сами, какой рынок, да, и куда показывает. Из этого накопления окно повышенной волатильности тоже говорил, 27-е, 29-е, вот под конец мая. И по-хорошему, то, что если сейчас выход происходит, это раньше нашего окна, в которое обратно будет цена возвращаться, которые уже мы видели. Такие моменты не первый раз. У нас это все дело проторговано. Прокол вниз был. Опять же, маленький, да? По-хорошему, вот как к цене поступить, я уже показывал, да, чтобы выйти, сделать ретест. И вот с ретеста здесь, во-первых, здесь народ заскочит. Будут молиться, чтобы их не повыносили. Возможно, сделают вот такой лонг-сквиз, снесут вот этих вот ребят. Именно вот в эту область. Даже не так, а... Хотя, да, и здесь стопы у них будут стоять здесь. Сбить их стопы вот таким движением, подобным таким движением. И опять выходить вниз, где будет прилипать большая часть медведей, которых надо будет сразу разворачивать, которых, скорее всего, сразу развернут с уровня 25 970, потому что большинство ожидать будет 25 200. У меня позиции, которые стоят, я тейки выставил и на 25 900, и 25 200. И вот этот момент еще у нас есть. 25 280 это 5,5%. Это ракета. Тоже в прошлом видео показывал, что это. Какие еще у нас предположения могут быть? Ну, конечно, по технике прям просится. Вот именно по уровню Фибоначчи, по техническому анализу. Тут сейчас только ленивый не будет
говорить про то, что, ребята, смотрите, у нас есть вот эта структура, есть золотое сечение, вот мы должны сейчас сюда прийти, вот в эти уровни. Если цена придет в эти уровни, тогда, скорее всего, сделает закол в район 78%. Тогда это все дело может растянуться, и мы можем прийти к вот этой вот Фибоначчи, вот сюда. Но чем дальше тянут кота за хвост, тем мы ближе к нашему халвингу. А после халвинга рост, но он должен уже начаться, полноценный рост. Просто большинство ждут биткоин до халвинга будет расти. Но здесь вот такими вот моментами могут это все дело как раз и растянуть, чтобы ближе к халвингу или после халвинга, чтобы пошел рост. Так. Люди, будьте попроще. На Атланте на 15 минутке. Ну, вот смотрите, у нас был пробой наверх, да, раньше окна повышенной волатильности, потом тут же слив, опять возврат обратно, пробой, накопление. Вот на 15 минутке смотрится красивая структура. Вышли сюда и пошли паттерн, да, этот вырисовывать. То есть на вот эту высоту должны уйти вот сюда. Как раз мы находимся в окне повышенной волатильности. На последних воротах у нас сделали выход. Цена здесь переключилась внизу под трендовой. Ближайший уровень 26 888. Атлант показывает шорт движение. Китай. После вот таких сбросов Китай, возможно, тоже сделают слив небольшой. Это небольшой слив, это 15 минутки. Так как сейчас можно ожидать очень много неприятностей от США. Плюс, представляете, да, сейчас вот этот момент видят все абсолютно. То есть цена вот так ходит, то есть тут на вид все просто выглядит очень медвежье. В конце вот это накопление на объемы, посмотрите, сейчас покажу. Так, давай сюда глянем. Да. Экран темный. Смотрите на объемы. Объемы есть, росли и просто резко пропали объемы. То есть вот этот рост, он какой-то фейковый получается. Вот этот весь рост, он фейковый. Вернут в эту область, появятся объемы. Но многие сейчас здесь мало толпы. Вот в этом блоке мало толпы. Потянут вниз, народ начнет скидывать то, что есть. Многие здесь будут выставлять свои ламбы на продажу с плечом, вернее, уже распродают, да, и чтобы здесь с плечом зайти. Ну, грубо говоря, свои ламбы здесь выставляют на то, что будет рост.
Ну, то, что будет падение, движение вниз. Ладно, время покажет, как здесь сделают, как поступит маркетмейкер, как поведет себя цена. К уровню по Binance еще 8% мы пока так и не пришли. Из вот этого накопления показывает, что хочет в район 26 888. Да, Атлант пока шортовый. Вот я предполагал, что сейчас здесь мы уже на этой свечке сходим туда. Она все вот колеблется, не знает ценник куда повести. Мое предположение, что уйдем здесь вниз. По индикатору есть еще куда вниз уйти. Так, клевер. Что у нас с нашим клевером? Ребят, ну и по клеверу то же самое все. То есть вот они, уровни Фибоначчи, да, с самого низа кверху, да, коррекционное движение АБЦ, причем волна С очень длинная получилась. Прям перебор. В район 618 мы уже пришли, пробили его. Рядом уровень 78,6. Я сделал сегодня здесь покупку опять на $30 в рамках нашего челленджа. Помните, да, говорил, что откупаю каждые проливы, да, откупаю по $30 и монету КЛВ, складываем ее в челлендж кошелек, который будет, профит из которого будет распределен среди участников нашей закрытой группы. Август, сентябрь, примерно в тех август, ну вот 23 августа здесь стоит. Я полагаю, что мы к этому моменту уже сделаем заход наверх. Это не только клевер, это также будет и биткоин, и альткоины различные. То есть мы к этому моменту должны сюда выйти. Помните, да, в видео тоже говорил, если прошлое, посмотрите, разбор по КЛВ. То есть у нас есть вот чаша, и к ней делают либо ручку, вот сейчас вот таким вот образом, может быть, могут сделать Адам, Ева, вот так, даже, ну, слишком низко, нет, вот так, где-то с уровня 86%, 90%, они любят их, 90%, а ну-ка, 80. %. Вот даже вот сюда может цена нырнуть. Чтобы сбросить тех, кто прилип. Вот этот блок, здесь прилипло очень много. И многие видят вот этот выход. Где у нас таргет? Вот он. В 0,02 цента. А клевер это может сделать у них холодный кошелек. Рабочая монета. Это и именно это криптоактив. Это не токен. Клевер это не токен. Они ушли на свою систему, на свой блокчейн. Да, ее сделали на троне, но они ушли потом на свой собственный блокчейн и дальше работают над проектом. У них своя биржа. Время заканчивается. Всем удачи, спасибо за внимание. Пока-пока.